Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас предстоит такая работа. Во-первых, замена колеса, шишка на колесе образовалась. Во-вторых, попытаемся поменять задние колодки. Для того, чтобы проделать данную работу, нам надо для начала снять колпак. Его можно снять руками таким образом. Сейчас нам понадобится домкрат, поддомкратить автомобиль и, соответственно, не поднимая на домкрате, освободить гайки на колесе. После того, как мы установили домкрат, приступаем непосредственно к снятию самого колеса. Отпускаем гайки. После того, как освободили гайки, поднимаем с помощью домкрата автомобиль и, соответственно, колесо. После того, как подняли колесо, вот, полностью откручиваем гайки и снимаем само колесо. Сняли колесо, и на всякий случай, с целью техники безопасности, скажем так, соблюдения, вдруг автомобиль упадет на домкрате, я всегда подкладываю колесо под порог, вот, примерно в таком положении. Если упадет автомобиль, то можно будет заново домкрат подложить. Ну и, по крайней мере, исключить возможность или уменьшить вероятность придавливания каких-нибудь частей тела во время работы. Так, этот барабан я предварительно снимал. Но, вот. Скажем так, есть такая проблема. Снять довольно сложно этот барабан, потому что здесь приваривается за счет вот этой попадания влаги со ступицей. Я предварительно снимал с помощью съемника, так, подходящего диаметра. Вот, поэтому этот барабан снялся легко сейчас. Вот, тогда нужно было повозиться. Ну и есть еще другой вариант. На другом колесе мы попробуем другой вариант использовать. В данном случае нам нужно снять колодки и заменить. Видите, здесь распорный механизм вверху стоит. Фиксаторы специальные. Вот эти фиксаторы нам надо каким-то образом провернуть будет. Еще здесь уже тоже закоксовалось, хотя я поливал вот средством против ржавчины. Ну, вроде как бы добрались. Ступица немного мешает в данном случае. Будем пробовать таким способом. Снимаю, впервые колодки меняем на данном автомобиле. Приступаем. Вначале вот эти фиксаторы. Будем пробовать, не знаю каким образом. Но посмотрим. Первая пружинка легко пошла с помощью обыкновенных плоскогубцев. Вот таким образом немножко вжали пружинку туда. С обратной стороны рукой я придерживал вот этот фиксатор. Так, сейчас вот он уже там не хочет пролазить. Все закорело уже настолько. Вот он сам такой. Как видите, фиксируется он таким образом. Вот такая шайба металлическая стоит. В ней прорезь. То есть надо вот эту саму пружинку относительно вот этого штифта повернуть. Вот таким образом он фиксируется. Соответственно, плоской стороной поворачиваем. И вот он извлекается. Точно так делаем второй. Так. Давливаем пружинку. Пытаемся от фиксатора ее немножко освободить, чтобы провернуть. Не хочет так, закорело. Вот так. Немножко, чтобы она друг от дружки. Вот таким образом. Еще чуть-чуть. Вот. Освободилась. Освобождаем трос ручника, потянули влево и вверх. Вот таким образом. Да, с ручником у нас там есть проблема, но это будем потом ее решать. Почему-то не тягается. Или порвался, или что. Пока мы занимаемся колодками.
освобождаем нижнюю пружинку. Вот таким способом. Тоже потянули влево. Вытянули. Но она, как видите, примерно одинаковая на одну и на вторую сторону. Все здесь уже надо было бы поменять по-хорошему. Но нет у меня ремкомплекта. Все закоксовано. Но что-то еще немножко растягивается. Жидкостью надо побрызгать еще немного перед установкой. Все, остается у нас, насколько здесь видно, верхний механизм. Вот этот. Это еще механизм такого автоматического распора. Там стоит колесик специальный, но почему-то нету отверстий. Это случай, когда колодки разведены по максимуму. Уже, соответственно, как в нашем случае. Видите, это уже мало осталось рабочей части. Вот. Этот механизм срабатывает, он оставляет колодки в положении близком к диаметру барабана. И вот бывает выработка на барабане, в нашем случае ее нету на нашем барабане, поэтому легко снялось. А когда выработка, то сложно снять. Тогда вот этот колесик, он заворачивается, то есть механизм распорный сводится, сужается, и колодки, соответственно, тоже сужаются. Но я не понимаю, у меня они как будто стоят не совсем разведенные. Почему-то, может, механизм не работает или что. Но даже не в этом суть. Суть в том, что я не вижу с обратной стороны, чтобы где-то, возможно, там просто грязью забило. Ну, снимем колодки, посмотрим. Должно быть такое отверстие, чтобы подлезть отверточкой и этот колесик завернуть с помощью отвертки, с помощью зубчиков на колесике. Вот. Ну что ж, у нас остается последняя пружинка. Вот, ее тоже каким-то способом. Хотя колодки уже двигаются. Возможно, в нашем случае они уже и так выйдут. Каким-то образом не повредит только манжеты и все остальное. Так, все-таки с пружинкой не получается снять. Пришлось нам вот ее освободить. Натягивали вправо, как вы понимаете. И там еще одна есть, вот, которая идет изнутри. Пружинка. Ее тоже, походу, надо освободить. Ну, сейчас посмотрим. Может, она уже... Да, походу, лучше освободить. Ну, скорее всего, что с помощью чего-то туда ее сбросить. Может, так получится. Так, вот она сбросилась. Ну вот. Вот сам механизм. Колесик этот, как видите, вот то, что я показывал. Который должен крутиться. Вот. На обратный ход. Видите, не дает ему. А вот закручиваться есть возможность. То есть для того, чтобы крутить его влево, надо отвести вот этот вот рычажок. Вот так это. В случае, если устанавливать потом. Вот, соответственно, вот эта пружинка держала. И одна пружинка, которая держала у нас позади. Вот здесь вот проходила. Все. Берем новый комплект колодок. И пытаемся в обратном порядке все это установить. Ну, еще предварительно я, наверное, пружинки побрызгаю. Видите, почему-то вот эта пружинка у меня вообще как-то там хитро стоит. Завернута в каком-то неестественном положении. Странно. Ладно, будем разбираться по ходу. Да, еще нужно обратить внимание, пружинки похожи, видите, вот. Но это вот верхняя, и она немножко длиннее, чем нижняя. То в случае, если вы потом перепутаете, где и какую пружинку ставить. Вот это верхняя, вот она, длиннее. Не намного, ну, может быть, сантиметра полтора, может 2. Так, на всякий случай. Так, с помощью по типу ВДшки, такой вот жидкости, пробрызгаем пружинки, чтобы хоть немножко оно их раскоксовало. Таким вот образом. Конечно, лучше, я советую,
если в таком состоянии, вот как у меня, то лучше заменить. Но, к сожалению, у меня нету ремкомплекта, я не подумал. Эти я брызгал, когда снимал первый раз барабан, когда пробовал снять. И еще один нюанс. Вот этот механизм, вот как видите, вот колесики и так далее, мы отвели его, потянули сюда, там сорвана резьба. То есть вот эту штуку нужно тоже поменять. Но, к сожалению, нету, как я уже сказал, ремкомплекта. Чтобы вы понимали, вот резьбы здесь уже нет у нас. Соответственно, распорный механизм, когда будете затягивать ручник, вот, он, да и так тормоза, наверное, лапкой, он не будет фиксироваться в конечном положении, будет уходить обратно от давления. Вот, видите, вот. Вот какая беда у нас случилась. Ладно, меняем так, как есть. Это у нас на правом колесе. Снимаем этот механизм, переставляем. Вот у нас колодки мы. Комплект колодок, как видите. Вот. Две пары. Вот одну пару мы все это перекидываем. Точно в таком порядке, как мы и снимали. Так, заводим отсюда. Это самый удачный вариант. Вот с механизмом растяжки и с задней пружинкой верхней. Все, сейчас пытаемся подсоединить сюда вторую колодку. Готов? Так, вот показали вам, поставили на место. Надо верхние части колодочек, вот этих упорных, ставить в пальцы выдвижные из тормозного цилиндра, да, упирать. Вот поставить распорный механизм, чтобы он попадал в паз, вот. И, соответственно, пружинку сюда на место. Ну, с помощью плоскогубца мы поставили, потом ее немножко туда подтолкнули. Все, теперь занимаемся нижними вещами. То есть у нас осталась еще одна пружинка, вот эта вот нижняя. Устанавливаем ее на место. Вот установили нижнюю пружинку, колодки стоят практически на месте. Сейчас пытаемся натянуть сюда ручник. Все, трос на месте. Поставили вручную, как я и говорил, походу наш трос приказал долго жить. Но это потом будем выяснять. Сейчас будем устанавливать штифты. Да, их тоже нужно было бы немножко прочистить. Сейчас посмотрю, если есть плоскогуб, этот напильничек или наждачка, немножко зачистить вот эту вот ржавчину, чтобы проще проходили. Так, вот оказалось, таким способом намного удобнее. Молоточком легонько на ключик положили вот сюда и позбивали вот эту ржавчину всю. Как видите, они стали более такие, во-первых, тонкие, во-вторых, более-менее красиво. Нет, нечем сейчас у меня тут почистить, но это уже не важно. Все установлено обратно. Так, вот мы сюда привели, и сейчас нам надо пружинку поджать и повернуть. Вот мы установили первую пружинку, с помощью плоскогубцев давили пружинку туда и провернули саму вот эту вот шайбу. Вот, как видно, вот таким способом. Вот. То есть нужно поперек поставить. Устанавливаем вторую таким же способом. Так, вот вторую установили. Как видим, все стало на место. Все пружинки установлены. Вот, надеюсь, что все будет хорошо. После установки колодок устанавливаем барабан. Так. Так. Вот наши шпильки. Вот.
все у нас стало на место. Сейчас устанавливаем колесо. Готов? Устанавливаем колесо, зажимаем. Пока предварительно, потом опускаем домкрат и пережимаем основательно. Так, второй вариант показываю. Снимаем колпак со ступицы, как я уже говорил, потому что барабан мы не будем возиться с ним сейчас, по крайней мере. Будем снимать его вместе со ступицей. Вот, потому что времени нету, да и холодно. Мы работаем в полевых условиях, так сказать. Вот, случая в дороге, если что-то случится, чтобы вот понимали, как это делается. Этот второй вариант. Откручиваем гайку ступичную. Но так как у нас динамометрический ключ, динамометрический, вернее, он правильно называется, не показывает показания такие, как надо. Что-то с ним случилось, тоже сломался по ходу. Поэтому мы маркером наметим, в каком положении стояла гайка, и количество оборотов посчитаем, сколько нужно для отворачивания, чтобы потом на место поставить с таким же усилием, завернуть. Для того, чтобы гайку открутить, надо расшплинтовать. С помощью плоскогубцев сейчас выпрямим усики. Как-то так. Вот. И, соответственно, попробуем достать. Так, вот наш шплинт. И сейчас ключ для гайки ступицы и откручиваем. Так, маркером наметили гайку. Все, и сейчас, если у нас получится открутить эту гайку, значит мы будем считать количество оборотов. Все, приступаем. Вот. Так, открутили гайку. Пробуем сейчас снять вместе со ступицей. Итак, вот второй вариант у нас. Сняли мы ступицу. Как видим, доступ здесь более такой свободный. Так. Единственное, что вот эта пружинка почему-то у нас слетела, и мы не можем найти сам вот этот вот шплинт, который ставится с обратной стороны. Хотя... вот он, наверное, за колодкой, да. Есть на месте. Но почему-то она соскочила. Вот он. Все, вот делаем точно так же, только здесь более свободный доступ. Принцип действия такой же. Снимаем вот эти пружинки с этими шплинтами. И далее снимаем нижние пружины. Освобождаем трос стояночный. И снимаем верхнюю часть и колодки. Все, приступаем к замене. Все, всем спасибо за внимание. До следующей встречи.